Это кашпо в стиле Прованс я сделала из банки от детского питания. Втулки от фольги. Обрезаю конец под углом. Длина трубки 11 сантиметров. Еще я взяла горлышко от пластиковой бутылки. Из другой похожей банки мне понадобится только эта часть. Приклеиваю на клей момент кристалл. Закрепляю скотчем. Горлышко бутылки оклеиваю скотчем. Из тонкого картона от упаковки вырезаю две полоски 21 на 2 сантиметра. В середину вклеиваю проволоку, у меня флористическая. Закрепляю скотчем. Теперь можно придать форму ручки. Оклеиваю тонкой бумагой. Клей ПВА разведен водой. В 2 слоя. Покрываю всю заготовку тонким слоем массы папье-маше. Отправила заготовку на просушку. И вот что произошло. Приклеиваю на клей момент кристалл. Горячий клей очень часто выручает нас и ускоряет работу, но он подходит далеко не всегда. Горячий клей образует слой, который может отстать со временем. Горячий клей не любит влаги. Горячий клей хорошо подходит в статичных предметах декора, таких, например, как панно. Горячим клеем можно соединять разные детали для создания основы заготовки, как в данном случае. Носик упал под собственной тяжестью от случайного легкого касания, от того, что под клей попала влага из папье-маше. Теперь я могу изменить форму банки, расширив основание. Когда полностью просохнет, грунтую акриловой краской. Для декупаж вырываю фрагмент салфетки руками.
Сначала приклеиваю на воду, слегка растягивая фрагмент. Затем на клей ПВА, разведенный водой. Когда высохнет, защищаю акриловым лаком. Окрашиваю акриловыми красками. Края патинирую акриловой краской, разведенной водой. Покрываю акриловым лаком. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.